Почему кто-то считает, что Трамп может сдать Путину Украину полностью, и нам стоит чуть ли не рыть себе могильную яму? Мы сейчас будем развеивать эти сомнения, опасения и страхи. Зовут меня Ирина Узлова, это прямой эфир Ютуба 24 канала, и вместе с нами традиционно, как всегда, регулярно Борис Пинкус, американский политик. Борис, здравствуйте, искренне рада вас видеть. Здравствуйте, дорогі, дякую, рад бути на вашому каналі і слава Україні. Героям нашим славам. Дуже дякуємо за позицию насамперед. Борис, Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона, задается вопросом сам себе, как будто бы нам президентство Трампа – это начало еще более опасного периода. Чего ждать сейчас Украине? Он подмечает, как многие наши эксперты, мол, самое простое предложение: Трамп берет, отказывается от Украины или, по крайней мере, заставляет нас заключить невыгодную для Киева сделку с Россией. Это возможно, но тот же Фридман говорит, но далеко не факт. А почему вообще действительно Трамп должен или может идти на уступки российскому диктатору? Чем он может стать вдруг ему выгодным или нужным? И почему это в его интересах должно сдавать Украину? Мне кажется, что может быть совсем наоборот. Совершенно верно. Этот вопрос задаем мы. А кто мы? Рядовые американцы, налогоплательщики, которые вот взяли хором, вышли на избирательные участки и проголосовали за Трампа. Почему? Да потому что, друзья мои, буквально на прошлой неделе Чикагский институт исследовательский опубликовал последние опросы Америки в национальном масштабе, мнение рядовых американцев о помощи Украине. 63%, дорогие мои, американцев за неукоснительную помощь Украине до полной ее победы. Это разве мало? А я вам добавлю, двухпартийное единство в Конгрессе, и демократы, и республиканцы руками и ногами за помощь Украине. А вот представьте себе, вот берет Трамп и говорит тому же Зеленскому: дорогой, кончай, нам это не нужно, мне нужно думать о своих проблемах, плюс к этому у меня Китай важнее, чем ты, и Путин, и так далее. Разве может он такое сказать? Вы мне скажите. Во-первых, надо знать Трампа. Он не любит поражений, он не любит отступать никогда. Вы проследите его биографию. Нет такого бизнесмена, который бы столько перенес крушений. Но он уникальный тем, что он, находясь вот в таком упадническом состоянии в бизнесе, он восстанавливался. И не только восстанавливался, но он приумножал свое состояние. Это говорит о чем? Воля. Он ставит цель и любой ценой ее достигает. Он неординарный, несистемный политик. Он вошел в американскую элиту, ворвался. Точно так, как и Зеленский. Он тоже несистемный политик. А вы посмотрите, каких успехов добился Зеленский. Вы понимаете, у них много общего. Ну, отличается Трамп еще другим от Зеленского тем, что он вот непредсказуем. Зеленский сегодня не может быть непредсказуемый. Зеленский выражает сегодня чаяние украинского народа. И вот эти вот 59% поддержки Зеленского у своего народа, это говорит как раз о том, что Зеленский не может быть непредсказуем. Он выражает чаяние своего народа. И люди, политики, говоря о Зеленском, они должны иметь в виду: Зеленский – это народ Украины. И мы говорим, Трамп, который сегодня буквально, вы знаете, он очень воодушевил нас всех. Даже я, закоренелый республиканец, много лет в политике и был в избирательной кампании Трампа с 16 по 20 год. Я не верил, что Трамп вот так может победить. Здорово победил, честно вам скажу. Я больше вам скажу, я знаю его лично, я очень обижался на него. Я даже, честно говоря, вообще не хотел, чтобы он баллотировался. Для меня Ники Хейли была звездой, и она остается для меня звездой. Я с ней общаюсь, она очень потрясающая женщина. Я думаю, она еще вернется, дай бог. 28-й год будет за ней. Дай бог, мы будем поддерживать ее. Так вот, но Трамп, он, будучи великолепным в первый период своей, вот в первой каденции, я считал, что вот он исчерпал себя.
Время пришло уходить. Надо уйти, знаете, в зените своей славы. Но нет, вы посмотрите, я все-таки горжусь тем, что он смог достучаться до той прослойки избирателей, которые раньше так не голосовали за республиканцев. Я вам приведу пример. На 20% повысило число голосов среди латиноамериканцев. На 18% среди молодежи, чего не было никогда. И это несмотря на то, что за Харрис весь Голливуд стоял горой. Звезды. Вы можете представить? Звезды. А этот Де Ниро спит и видит, ударить по лицу Трампа, как он говорит. А где теперь этот Де Ниро? Вы посмотрите, стыд и срам. У Трампа не было таких звезд, общеизвестных, но зато он, знаете, вот умно встречался с молодежью, бывая на подкастах тех, кто сегодня с молодежью. Понимаете, вот именно бывая у них в радио-телестудии, он смог достучаться до них. Вы посмотрите. И все же, я вам скажу, что народ устал. Народ очень устал за эти прошедшие почти 4 года от высоких цен на товары первой необходимости, высокая преступность. Я не говорю про нелегальную иммиграцию. Это все народ понял. И просто здорово. Вы знаете, я не мог поверить даже своим глазам и ушам, что произошло от восторга. И теперь смотрите, возвращаемся к Украине. Как вы думаете, может вот Трамп после всего, что произошло, и последние показатели опросы по оказанию помощи Украине, плюс к этому двупартийное единство в Конгрессе, оно же не исчезло, оно же есть, и оно еще больше укрепится. Почему? Да потому что друзья Украины в самом Конгрессе, это 3 майка, я постоянно буду говорить о них в каждом эфире. 3 выдающихся наших политика, республиканца, рейгановское крыло, это Майк Тернер, председатель комитета по разведке, Майк Маккол, председатель комитета по иностранным делам, и Майк Роджерс, председатель комитета по вооружениям. Они, это костяк нашей партии, это они большие друзья Украины. Они не могут. Вот знаете, если вдруг Трамп скажет: о, конец, ребята, давайте будем думать о себе, у нас много проблем, надо деньги внутри, потом Китай страшнее. Нет, они этого не поддержат никогда, и мы не поддержим. И Трамп это знает. Вы знаете, в чем прелесть Трампа? Непредсказуемость. Вот эта непредсказуемость, она дубинка над врагами Америки. Вот, а почему Трамп уверен, что если бы он был вместо Байдена, то Путин бы не напал на Украину? А потому что он непредсказуем. Вот это вот непредсказуемость бы висела над головой этого маньяка Путина, он бы держал в голове: слушай, он же, черт его знает, применит что-нибудь против нас, мне это не надо. И, конечно же, велика вероятность, что он бы не начал агрессию. Правда, непредсказуемость иногда плоха и для нас, для друзей Америки, потому что мы должны планировать свои действия. Его предсказуемость должна нам давать силу, энергию, тоже веру. Точно в таком положении сегодня находится Украина. Поэтому Зеленский и хочет достучаться до глубин души Трампа, узнать, что он хочет, что он планирует. И мы получили потрясающий месседж буквально вчера, когда Трамп говорил по телефону с Зеленским. И не один. Да-да-да, а с Илоном Маском. Он взял козырь с тобой. Впервые. А вы думаете, какой это козырь? Вы знаете? Мало того, самый богатый человек на планете. Так он же сейчас будет предлагать Зеленскому потрясающие проекты. Первая – оборонка. 100%. А Илон Маск сегодня гений в освоении космоса. В нашей оборонке у него потрясающие контракты с Пентагоном. И ряд спутников, которые сегодня посылаются по программе SpaceX, этому цены нет.
И я не сомневаюсь, что что-то новенького, чего еще никому никогда не предложено, никаким британцам, никаким там французам, немцам, никому, Украине. Это будет предложено, внедрено в Украине. Я имею в виду оборонка. Это, знаете, вот мало того, что сегодня Starlink, знаете, вот нашего Илона Маска хорошо помогает Украине, сегодня будет расширено оказание помощи Украине. Без официоза, без публикаций. Сегодня не случайно Илон Маск говорил уже Зеленским по телефону. Некоторые говорят: ну, Борис, ты загнул. А может быть, они хотят его уговорить? Вот предложат ему пряник, да? И скажут Зеленскому: слушай, давай заканчивай будем. Вот мы тебе это дадим, а ты... Не будет этого. Знаете почему? Почему? Зеленский имел прекрасную встречу с Трампом. И когда Трамп вышел с Зеленским на улицу и говорит, Трамп говорит: он железный. Он назвал железным Зеленского. Что значит железный? Непоколебим. Непробиваемый. Непробиваемый. Вот это. Понимаете? А что вы думаете? И более того, Трамп честно-сердечно признался: я многое узнал о войне в Украине от Зеленского. Но, Борис, секунда, Илона Маска... И самое главное, все это ерунда. Самое главное, он сказал, что если даже будет и сделка, я никогда не сделаю так, чтобы это ущемило национальные интересы Украины. Точка, ребята, этим все сказано. И, продолжая быть непредсказуемым, он нередко называет себя сумасшедшим. Вы знаете, я вам приведу пример. В бытность его первой каденции в Турции был задержан пастор американский. И этот Эрдоган, там неизвестно, что собирался с ним делать. Тогда Трамп сказал: слушай, я утоплю твою экономику. Я ведь сумасшедший. 2 дней не прошло, пастор был дома. Вы поняли? То есть он слова выполняет, обещания свои. Я не сомневаюсь, что ни одной пядью земли Украины он не сдаст. Он не имеет права. Это не по-американски. Мало того, я сейчас говорил о его характере. То есть это не укладывается в его характер уступничества. А вот что касается в целом Америки, категорически против нашей позиции, наших национальных интересов. И представьте себе, что он скажет: Зеленский, давай Крым отдадим к чертовой матери, там 4 области, зато мы тебе то дадим, это дадим. А как вы думаете, это воспримут враги Америки? Тот же Си Цзиньпин по отношению Тайваня. Как воспримут это аятоллы? А как воспримет тот же Ким? Вы что думаете, а Трамп что, дурак? Он же не дурной. Он же прекрасно понимает, какие будут последствия. Поэтому, друзья мои, дорогие украинцы, не верьте, никому не верьте, пока вы что-то не услышите из уст самого Трампа. Или пока не увидите его действия. Да, он будет продолжать называть Путина другом. Или того Си Цзиньпиня другом, он их называл. И Кима другом называл. Но делал по-своему. Я говорил и буду говорить. Политика Трампа – это мягко стелишь да жестко спать. Да. Вот такой Трамп. Да, Борис, в этом 1001% могу согласиться, но в то же время немного апеллирую я устами тоже и критиков, и ищущих риски в приходе Трампа и его команды ко власти. Я сейчас как раз об Илоне Маске, который действительно был 3-м участником телефонного разговора Зеленского и Трампа, и многие говорят, эксперты, что на самом деле главная угроза даже не Трамп, кто видит в нем риски, а как раз Илон Маск, и припоминают, что он и с российским диктатором поговорить может, и что когда была атака в октябре 2022 года на Крымский мост, глушил Старлинки, боясь ядерной эскалации. Борис, что мы ответим здесь? Вот тем, кто опасается такого варианта, того, что действительно Маск может больше дружить с Москвой. А теперь давайте начнем с другого. Давайте. Ведь не Трамп работает на Маска, а Маск работает на Трампа. Окей, да. Более того, другое я вам скажу. Вы знаете о том, что сегодня любая деятельность Илона Маска за рубежом подконтрольна
часть подконтрольна Пентагону, другая спецслужбам. Он ничего не может делать самовольно, никакого волюнтаризма. Все подконтрольно, все намечено, цель есть. А вот пути достижения цели будут разными. Один из путей – это деньги Маска и его технологии. Нам больше от него ничего не нужно. Нам не нужны его политические идеи. Он не политик. Нам нужны его деньги и технологии. Только ради этого его Трамп держит рядом. Все. Ну, да, принято, хорошо. Вот в таком ключе его, значит, использовать и будем. И в вопросе Только. обороны не только. Да, здесь понятно. Я вам больше скажу. Вы знаете, мы лоббируем с тем, чтобы Трамп приехал в Киев. Да, И это может произойти очень скоро. Дай Да вы бог, что? дай бог. Мы работаем над этим и будем просить, чтобы Илон Маск был с ним рядом. А он, наверное, так и сделает. Вполне возможно. Более того, конечно, будут представители Конгресса на двухпартийной основе. Это наша просьба, это наше желание. Мы из разных источников пытаемся дойти до Трампа, и скоро сами будем на встрече, дай бог с ним. Короче, вот это все, чем мы занимаемся сегодня. Знаете, поговорка «дитя не плачет, мать не внемлет». От того, что выиграл Трамп, это не значит, что мы выиграли войну. Мы выиграли только битву. Мы войну выиграем, когда мы выдворим этих варваров за границей 91 года. И айатолле снесем голову. Вот это наша цель. Тогда будет победа в войне. Пока победы в войне нет. Мы выиграли битву. Битву, бой, Вот да, но борьба продолжается, что тоже главное, Да. а не останавливается. Как Абсолютно. продолжается Конечно, наш, нет. да, Абсолютно. как продолжается наш Абсолютно. эфир. Напомню, он продолжается в прямом эфире Ютуба 24 канала. Это суббота, 9 ноября. Это я, Ирина Узлова, и Борис Пинкус, американский политик, вместе со мной. Борис, двигаемся дальше. Да, мы уже звонок телефонный услышали, увидели. Поездку Трампа ждем. Пусть приезжает. Спасибо вам, что лоббируете. И Путин ждет, но ничего дождаться не может. Ни звонка, глядите, ни визита. Да? А насколько сильно он на самом деле желает поговорить, и что бы он хотел сказать и услышать от Трампа. И почему Трамп действительно, как-то я смотрю, не поспешает ему с ним разговаривать? Ну, на то много причин. Я бы вообще не звонил этому Путину. Вообще бы я бы пока не разговаривал с ним. До тех пор, пока Украина не перейдет в полное контрнаступление. Вот тогда бы Путин бы сам позвонил. Вот до этого состояния я бы довел. Я бы не звонил на месте Трампа. Он не будет звонить, я уверен. Это Путин ищет, знаете, вот причину позвонить Трампу. Я уверен в этом. А Трамп не торопится абсолютно и не будет торопиться. Это на мой взгляд. Очень важно сейчас, знаете что? Кто войдет в его кабинет? Да. Очень важно. Он сейчас формирует кабинет. Ну, у нас тоже свои кандидаты есть. Главный кандидат – это Майк Помпео. Мы очень хотим, чтобы Майк был бы советником по национальной безопасности. Мы очень хотим, это было бы здорово. То, что Майк сегодня является одним из его советников, это да, но нам этого недостаточно. Нам нужно, чтобы он стал именно должностным лицом, серьезнейшим, от которого будет зависеть принятие решения Трампом. Вот это наша главная цель. Ну, ему пророчат еще место в Пентагоне, Майку Помпео, знаете, это, министром обороны. Не знаю, но я бы предпочел бы его иметь именно советником по национальной безопасности. Посмотрим. Все еще в процессе, лоббируем, посмотрим, что получится. Вот это очень важно. Ну, есть еще вероятность того, что О'Брайен может стать бывший советник национальной безопасности, может быть, тоже вернется в его кабинет. Тоже большой друг Украины, кстати, очень даже. Так что у нас есть... Я бы, конечно, мечтал, чтобы он все-таки не забывал о Нике Хейли, но у него там есть противодействующие ники. Это, прежде всего, Рамасвани, тоже индус, с индусскими корнями. Почему-то он очень ревностно относится к Нике Хейли. Вот, а он тоже входит, знаете, вот в команду, которая занимается приемом власти от демократов сегодня. Так что его голос там еще есть. Ну, вот, к сожалению, посмотрим. Еще не вечер. Посмотрим. Короче, борьба продолжается, но мы оптимисты. Главное мы сделали. Главное, что Трамп победил.
Теперь нам надо его сохранить, друзья мои. Вы не думайте, что Трамп победил, все уже. Нет. Врагов у нас хоть отбавляй. Да, да. Как внутри страны, как и за рубежом. Дай бог, чтобы он был жив-здоров до 20 января будущего года. Вот это очень важно. Вы что думаете, они все уже все, враги наши сложили ручки? Ничего подобного. Иран еще есть, и Путин еще есть, еще тот матерый. Я говорил и повторю, через границы переходят тысячи до сих пор нелегалов. А где гарантия, что среди них нет русских, посланных тем же Путиным КГБшникам, который может спровоцировать, знаете, что-то сделать? Нет гарантии ни в чем. Поэтому положение архисерьезное. Нам нужно быть начеку все 24 часа, 7 дней в сутки. Вот такая у нас сегодня ситуация. О врагах поговорим чуть позже. Борис, пока о друзьях и о нас поговорим во время поездки Трампа потенциально в Украину и в общем теперь в русле работы с республиканцами. На чем нам надо со своей стороны делать ставку? Вы вот говорили, что и найти подход, и понять, что Трампу и интересно, и нужно. Как нам выстраивать также свою политику работы с республиканским лагерем, но и с демократами, которые тоже так или иначе будут представлены, да, и в Сенате, и в Палате представителей, связь не терять. Я рад тому, что, во-первых, что демократы тоже в большинстве за Украину. Вот это очень важно. Конечно. Очень важно. Двухпартийное единство есть. Это раз. Во-вторых, отвечая на ваш вопрос, я не могу не, знаете, вот восторгаться Зеленским. Он уже задал тон. Вот в своем плане победы он затронул два очень важных вопроса, которые могут быть архиинтересны для Америки. Первый вопрос – это предложение по инвестициям американским в разработке и добыче, например, полезных ископаемых, очень важных сегодня для развития высоких технологий, тот же литий, например, или титан, к примеру, это в чем очень нуждается сегодня, и Америка свои имеет залежи, и тем не менее более 5 миллионов тонн запасов лития в недрах Украины, это хорошее подспорье к тому, чтобы помочь Украине на местах заниматься разработкой устройств, прежде всего вооружений, основанных на современных технологиях. Я не говорю об аккумуляторах, о батареях, на чем жизнится литий, на чем основаны на литии основаны разработки этих устройств и многое другое. Вот это первое потрясающее предложение Зеленского. Второе, не менее важное, я бы даже сказал, самое весомое предложение – это замена сегодня американских войск, дислоцированных в Европе, именно украинскими, теми самыми, которые могут стать, знаете, защитой для всей Европы. И к стыду нашему, не НАТО по сей день защищает Украину, а именно Украина защищает НАТО. И вот сегодня, чтобы придать этому статус легитимности и подчеркнуть, что Украина завоевала сегодня звание лучшей армии в мире, даже лучше нашей, американской. Почему? Потому что после Второй мировой войны Америка не воевала в Европе. Америка не воевала вот с такими оголтелыми варварами, которые навалились на Украину, превосходя и в количестве живой силы, и в качестве вооруженных сил. И Украина не сдалась, никак не сдалась. Она по сей день обороняется, только 20% Украины оккупировано, не более, и не сдастся Украина. Я вам больше скажу, вы знаете, вот есть у нас скептики, я вам скажу такую вещь, не дай бог, если вдруг по каким-то причинам получится так, что Украину заставят сесть за стол переговоров или решат за спиной Украины что-нибудь об Украине, война на этом не закончится. Война перейдет в новую фазу. Украина будет воевать другими методами. Один из них – это партизанское движение, которое охватит всю Россию, всю Украину, от Владивостока до Львова. И мы посмотрим, на что способен украинский народ.
Вот это мы пытаемся донести до тех политиков, которые пытаются сказать: Борис, мы должны сохранить жизни оставшихся украинцев. Зачем воевать до последнего украинца? А я говорю: подожди. Во-первых, отдашь палец этому Зеленскому, он отрубит руку. Отдашь ему руку, он отрубит тебе голову. Ему не только Украина нужна. Ему нужна Прибалтика, ему нужна Польша, ему нужна Венгрия, ему нужна Словакия, Чехия и далее со всеми остановками. Он никогда не скрывал своего желания, которое основано на возврате, видите ли, русского мира, ссылаясь на Петра Первого. Вот это и есть агрессия, это и есть это неонацизм. Сегодня он называется рашизмом. Вы понимаете? Порабощение, захват чужих территорий. Мы этого не имеем права позволять. Мы достаточно уже, знаете, нажили всего горя, слез, геноцид настоящий на украинской земле. И мы должны терпеть это? Нет. Трамп не тот, который будет это терпеть. И мы ему этого не позволим. Да он сам молодец. Вы посмотрите. Он будет очень интересные варианты предлагать не в ущерб Украине. Я в этом не сомневаюсь. Да-да, Путин же не остановится. Это запущенная его военная репрессивная машина, которая катком готова пожирать и Украину, и половину Европы, Абсолютно. идти дальше, восстанавливая какие-то империи и удовлетворяя амбиции маразматического бункерного конца. И нет и края, если мы не остановим его здесь. И это, я думаю, что понимает и Трамп, и в команде самого Трампа. То есть, в принципе, если не совсем ни на какие уступки, договоренности не пойдет диктатор, то возможен и вариант, что на Кремль полетит что-то то, что не понравится, и, возможно, и сам бункер. Да? Вот слушайте меня внимательно. Слушаю. Давайте вернемся к истории нашей американской. Послевоенное время началась гражданская война в Корее. Это с 50-го, 53-й годы. Трумэн, тогдашний президент, сказал: мы поможем тем корейцам, которые борются за свободу, демократию, оружием и никаких войск. Но когда Корею Северную потекли оружие и даже солдаты Советского Союза тогдашнего и Китая, ну, тогда Трумэн был вынужден послать наши войска. Именно благодаря этому мы имеем сегодня одну из самых развитых стран в мире, Южную Корею. Мы потеряли 36 тысяч наших солдат в то время. Мы не жалеем об этом. Почему? Потому что мы смогли помочь вот Южной Корее выстоять, и она сегодня является образцом для тех стран, которые стремятся к свободе. Одной из них является Украина. Я вам продолжу. Вьетнам. Сначала было оружие, а потом наши солдаты. Кувейт, Ирак, Афганистан. Оружие, а потом мы сами пришли. А вы что думаете, кто боится Путина, его ядерного оружия, как он говорит? А он не будет применять его, он не посмеет. Первое, он всегда кричал, что если кто-то посягнет на территории России, узаконенные Российской Конституцией, то он незамедлительно примет любой вид оружия для защиты своих территорий. Вот Украина сегодня атакует Крым, Украина сегодня атакует эти так называемые там, Донецкую область, там, Луганскую, как он называл, там, и еще другие территории, оккупированные Путиным. А где ответка Путина? Мало того, ВСУ вошло в Курскую область, на территорию самой Украины. Россия. А где ответка Путина, дорогие мои? Где ответка Путина? Не будет. Пусть попробует. Вы что думаете, у нас что, спят, что ли? У нас же следят за каждым его движением. Конечно. У нас мощнейшая спутниковая система в мире, которая пронизывает десятки метров под землей, чтобы знать, где что, куда двигается. И нажатие кнопки, так называемой красной, это не значит, что ракета полетела. Это начало процесса приготовления к задействованию ракеты. Это берет время. А что, это останется незамеченным у нас? Так все будет на опережение пойдет. Еще как.
И это Путин знает. Поэтому я возвращаюсь к другому вопросу. Да. Когда Байдену задавали вопрос, а почему вы не придаете статус спонсора терроризма тому же Путину? Да, да, Ну, да. ответ его приемлемый, даже нам, республиканцам. Почему? Он говорит, подождите, если мы сейчас сделаем его, объявим спонсором терроризма, мы должны прервать все виды каналов связи с Путиным. Но у нас есть канал между Министерствами иностранных дел, у нас есть канал между Министерствами обороны и даже между спецслужбами. Почему? Да потому что мы должны доводить до Путина, что мы все слышим, мы все видим, и мы знаем, что делать, если вдруг ты будешь предпринимать шаги по применению того или иного неконвенциального вида вооружений. Речь идет не только о ядерном, о химическом, об бактериологическом тоже. Поэтому я хочу сказать, что все эти каналы до сих пор есть. Они в действии. Это тоже подчеркивает того, что мы следим, мы знаем. Все это правда. И с приходом Трампа в Белый дом это будет под особым контролем, даже усиленно. Настолько, насколько это позволяет сегодня наши современные виды вооружений и высокие технологии. Прежде всего, Илон Маск. Спасибо ему за это. Поэтому я еще раз говорю о том, что сегодня другой подход ко всему будет. Абсолютно другой. И я рад тому, что Трамп сегодня нужный человек в нужное время на нужном месте. И он спасет мир. Борис, но Европа, например, переживает, надо ли ей теперь самой спасаться, переживает и о будущем самого НАТО, и о том, что как будто бы уповать теперь надо в вопросах безопасности только на себя, походу, что не переживает только лишь Виктор Орбан, у него-то все нормально, и с Трампом тоже, да и теперь он думает, что может стать большим геополитическим игроком на европейской арене. А стоит ли переживать Европе? Вы знаете, с одной стороны, да, конечно, да. Почему? Да потому что Трамп говорит, слушайте, друзья мои, со времен Второй мировой войны прошло столько времени. Мы вам дали план Маршалла, благодаря чему вы встали на ноги. Ну, сколько можно, друзья мои, вы уже самодостаточны, вы должны думать о своей оборонке уже и сами, а мы должны быть просто рядом с вами. Если что, мы на подхвате. Они таким образом, вы жируете, вы позволяете себе жить вольготно, ваш средний европеец имеет отпуск в году 30 дней, а мы, американцы, всего лишь 12 дней в году. Это где сопоставимо? Почему мы должны пахать и вам помогать, на вооружение давать? Давайте так, по-честному, хотя бы в соответствии с уставом НАТО. Хотя и устав НАТО должен быть пересмотрен, чего не хотят европейцы. Поэтому Трамп говорит, он недавно очень интересную вещь он сказал. Если бы, это я цитирую, Трамп говорит, если бы не я, то никогда бы число членов НАТО не увеличилось с 30 до 32. Это я пригрозил, и они забегали. Трамп говорит. Но все-таки же это правда. Что говорить? Что греха таить? Это раз. Во-вторых, он задает вопрос. Вот по уставу НАТО 2% от ВВП каждый из членов НАТО должен вносить, знаете, в бюджет НАТО, вооруженные силы свои, к примеру. Этого же нет до сих пор даже Германией, крупнейшей экономикой Европы. По сей день нет. Польша повысила до 4%. Прибалтийские страны даже еще выше. А почему? Ну, они в опасной зоне, на границе с Россией, боятся и так далее. А почему не остальные страны? Почему же те же самые страны, которые выше названы, Германия, Франция, к примеру, Испания, к примеру, почему нет? Обязаны. Поэтому Трамп говорит, мы должны реформировать НАТО. Он никогда не был против НАТО. Никогда. Но он угрожает. Он говорит, если они будут так говорить, они не будут бегать. Он прав, абсолютно прав. Вот отец, знаете, хочет приручить сыночка своего шаловливого. Говорит, вот не будешь делать это, не будешь себя правильно вести, я тебя
накажу, вот в уголок поставлю, или конфетку не дам, или еще что-нибудь. Точно так сегодня Трамп ведет себя по отношению к европейцам. И они забегали. Не случайно. Они обязаны сегодня, знаете, немножко подстегнуть ремни на поясе тоже. Тоже должны побегать во имя своего же благополучия. Вот это очень... С другой стороны, Трамп требует от них честности. Он говорит, подождите, мы с вами договорились, что никаких энергоносителей из России. Трамп просил это. Он ведь первый, кто объявил войну Северному потоку-2. Это ведь Трамп. Именно он своей потрясающей внешнеполитической деятельностью добился своими хорошими связями с Саудовской Аравией снижения цены за баррель с 120 долларов до 40. Это был Трамп. Поэтому он говорит, слушайте, где справедливость? С одной стороны, вы у меня просите деньги на ваше оружие, на крышу вашу, да, военную, а с другой стороны продолжаете кормить Путина нефтедолларами, покупая его энергоносители. Где тут, где логика? Я вам пример привожу. За один только прошлый год Путин заработал 2 миллиарда долларов на продаже энергоносителей тем же европейцам, которые якобы объявили бойкот Путину и навесили на него санкции. Зачем же лгать? Зачем же быть лицемерами? Говорите правду и поступайте правильно, а не так, как они сегодня забегали. Ой, вы знаете, кто сегодня против Трампа? Кто враги Трампа? Это не только наши леволибералы, которые называли Трампа фашистом, нацистом. Это Трампа назвать фашистом тому самому, который сделал для Израиля больше, чем кто-либо. Именно он перевел столицу из Тель-Авива в Иерусалим. Именно он перевел посольство Америки из Тель-Авива в Иерусалим. Именно он признал Голаны частью Израиля. Именно он, знаете, обеспечил безопасность святых мест в Иерусалиме, христианских, еврейских и мусульманских в центре Иерусалима. Это был Трамп. И после этого его называть фашистом, нацистом, антисемитом. И вот к ним примкнули, как вы думаете, кто? Конечно же, лидеры европейских стран. Именно они не хотят сегодня Трампа. А прибавьте к ним и всех недругов, врагов Америки. Путин, Ким, Си Цзиньпинь, Айатолла. Так вот эта вся банда сегодня, леволибералы, лидеры либералы европейских стран и вот эти диктаторы, все в одной лодке, все против Трампа. А вот сделайте из этого вывод. Почему? Да потому что Трамп не будет вести себя так, как вел Байден, и по отношению к Украине, и по отношению к Израилю. Трамп говорит, если у нас вот эти ценности, то мы не должны быть лицемерами. Если поднял руку, бей. Если драка неизбежна, бей первым. Вот это логика Трампа. Поэтому Трамп сегодня, дай бог, обязан расставить все на свое место. Ради этого мы его выбирали, ради этого мы за него голосовали. И вся надежда на него. И надежда на то, что мир через силу будет, и будет он справедливый. А какая надежда теперь остается еще у Си Цзиньпина? Или уже никакой, и он тоже испуган? Да, очень хороший вопрос. Почему? Америка не так всемогуща, как мы говорим. Да, знаете, Америка великая держава по многим параметрам. Экономика, вооружение, наука. Все это у нас. И не случайно миллионы рвутся к нам. Ни в Китай, ни в Россию, ни во Францию, ни в Британию. К нам. Вот открой границы, Америка, народы потекут толпами. Не на пустом месте. Это оправданно. Но в последнее время Америка немножко зашаталась. Почему? Потому что, вы знаете, я говорил и повторю еще раз. Сегодня призрак бродит по Америке, призрак социализма. Именно вот эта пагубная теория, жертвами которой мы с вами являемся, именно она сегодня, знаете, как вирус,
вонзилась в тело нашего общества и пытается расплодиться, да таким образом, что мы не узнаем нашу страну. Я 35 лет в этой стране. Я никогда не мог поверить, что могут тысячи, а то и миллионы, вот 3 миллиона молодежи выходило на улицы наши, в кампусы университетов с антиамериканскими лозунгами, с палестинскими флагами, сжигая американские флаги не где-нибудь, не в каком-нибудь Иране, там, Палестине, там, или еще где-нибудь. Нет. А в нескольких шагах от Капитолия, в центре Америки, в столице Америки, сжигать американский флаг. Где это видано? И это допускалось? Поэтому это нас, конечно, коробит. Коробит, и народ это понял. Народ вышел на участке, проголосовав, показав, что тест на IQ, на ментальность, на умение логически мыслить и оценить по достоинству ситуацию сегодняшнюю, американский народ сдал успешно, потрясающе. И не случайно мы выиграли сегодня не только Белый дом, мы выиграли и Конгресс в обеих палатах. Это говорит о позитиве об американском народе. И слухи о том, что Америка умирает или умерла, оказались преждевременными. И я горжусь этим. Поэтому я перехожу к Китаю. Относительно Китая вопрос корни отличается по отношению к России. Почему? Во-первых, наша экономика на 40% повязана с Китаем. И мы не можем сегодня вообще, поймите правильно, лозунг Трампа не воевать. Он говорит, я за мир, но основанный на нашей мощи, на военной мощи нашей. Я за мир, на который я буду смотреть сквозь призму на наших вооруженных сил. Вот так должно быть. Это логика Рейгана, выдающегося нашего президента. Так вот, Трамп заимствовал у него, и я горд этим. Поэтому мы, рейгановское крыло республиканской партии, за Трампа. Вот такого Трампа, который придерживается канвы Рейгана. Поэтому я, возвращаясь к Китаю, скажу, что у Трампа есть потрясающий принцип, который обеспечивал ему успех и в экономике, а потом он этот принцип перенес и в политику. Он гласит, ты никогда не будешь иметь в бизнесе того, чего ты заслуживаешь. Ты будешь иметь ровно то, на чем ты договоришься. Поэтому вот именно это он будет сегодня применять по отношению к Китаю. Он уже применял это в своей первой каденции. Самым наглядным примером является его успех в том, что Китай согласился, скрипя сердце, принять условия Трампа по повышению налоговых пошлин, в результате чего Китай был вынужден платить в казну Америки по 350 миллиардов долларов в год. Это сделал Трамп. Тогда называли, идет торговая война между Америкой и Китаем. Как бы вы ни называли, важен результат. Трамп этого добился. И вот сегодня вдруг Трамп говорит, вот я приду в Белый дом, я повышу тарифы еще на 20%. А ему говорят, его друзья в окружении говорят, ты что, вообще что ли? Так это же ударит по нашей экономике. У нас пойдет рост инфляции. Как ты можешь это говорить? А Трамп им говорит, а я могу и больше сказать. Я объявлю, что я подниму и на 40%, и на 60%, и на 100%. Пусть они думают, пусть у них голова болит. А почему я должен думать об этом? А вот когда я сяду за стол переговоров, я получу ровно то, что устраивает и мой народ, и их. Другими словами, он, знаете какой? Он любит, он любит эскалировать. С тем, чтобы получить деэскалацию. Да. Вот это его принцип. Нам подходит. Борис, спасибо вам огромное за эту беседу. Благодарю вас за разъяснение, за то, что время находите, за вашу позицию, конечно же. До новых скорых встреч. Берегите себя. Спасибо вам большое. Мы победим. У нас другого пути нет. Весь вопрос во времени и в цене.
Вот мы сейчас с вами говорим, а сегодня каждую ночь падают ракеты и беспилотники и на Киев, и на Харьков, и на другие города великого многострадального украинского народа. Все равно мы победим, чего бы нам это ни стоило. Слава Украине! Героям нашим слава, и благодаря им и их работе на фронте, и той цене, которую мы платим, да, нашими бойцами, мы с вами можем говорить, и мы можем на пути к этой победе и двигаться. Спасибо в первую очередь нашим защитникам и всем тем, кто помогает нам, Борис. И вам тоже спасибо. К победе вместе и продвигаемся. Всего доброго. Обязательно. Спасибо. Безусловно. Борис Пинкус, американский политик, Ирина Узлова говорила вместе с ним. Друзья, благодарю, что были вместе с нами. Когда будете смотреть нас уже в записи, оставляйте свои комментарии, поставьте свой лайк и подписывайтесь на YouTube 24-го. Все эти ваши действия позволяют нашим беседам продвигаться просторами YouTube. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.